Проблемы с экологией увеличивают риск рака легких, болезней сердца и диабета. Однако некоторые исследователи утверждают, что загрязнение воздуха влияло на человечество задолго до того, как была изобретена первая машина. В Quarterly Review of Biology вышла статья биологов из Университета штата Аризона и Университета Южной Калифорнии. По их мнению, люди миллионы лет адаптировались к загрязнению атмосферы. Примерно 7 миллионов лет назад предки современного человека жили в Африке. В отличие от горилл и шимпанзе, они покинули леса и перебрались в степь. Постепенно она становилась все более засушливой, регулярно случались пыльные бури. Кроме пыли, люди вдыхали пыльцу и частицы фекалий животных, пасшихся в саванне. Могло ли это повлиять на естественный отбор? Авторы исследования предлагают посмотреть на гены, которые значительно эволюционировали с тех пор, как наши предки вышли из тропических лесов. Один из таких генов – марка, помогающий иммунным клеткам удалять бактерии и частицы из наших легких. Версия этого гена у людей и обезьян очень отличается. Эта трансформация произошла минимум 500 000 лет назад. Позднее люди научились пользоваться огнем. Необходимость готовить пищу и обогревать жилье вынудила их постоянно вдыхать дым. По мнению исследователей, наши предки научились вырабатывать печёночные ферменты для расщепления токсинов, поступающих в легкие из крови. Гарри Пердью, молекулярный токсиколог из Университета штата Пенсильвания, и его коллеги нашли доказательства эволюции, связанной с вдыханием дыма, в другом гене – AHR. Он производит белок, используемый в клетках кишечника, легких и кожи. Благодаря этому белку клетки выделяют ферменты, расщепляющие яды. Другие млекопитающие используют этот ген для защиты от ядовитой пищи. Человеческая версия гена реагирует на токсины более слабо. Возможно, потому что белок AHR способен оставлять фрагменты, вызывающие повреждение тканей. Промышленная революция началась 200 лет назад. С тех пор количество вредных веществ в воздухе неуклонно растет. Гены, эволюционировавшие миллионы лет назад, сегодня позволяют некоторым людям жить по 100 лет, несмотря на плохую экологию и курение. Однако авторы исследования опасаются, что некоторые эволюционные находки сегодня скорее вредят. Версия гена ApoE4 при воздействии загрязненного воздуха резко повышает риск развития болезни Альцгеймера. В то же время фермерам в бедных деревнях в Гане и жителям лесов в Боливии этот ген помогает бороться с инфекционными заболеваниями. Возможно, естественный отбор благоприятствовал ApoE4 в течение сотен тысяч лет, когда основной причиной смерти были инфекции. А его побочные эффекты оставались незамеченными до тех пор, пока люди не перебрались из зеленых деревень в задымленные города. История эволюции человека напоминает нам о простой, но важной вещи. Человечество всегда приспосабливалось к самым сложным условиям. Миллионы лет наши предки жили среди пыли, дыма и природных загрязнений. И именно тогда формировались гены, которые помогают нам выживать и сегодня. Но мир меняется быстрее, чем когда-либо раньше, и вопрос остается открытым. Смогут ли наши древние механизмы защиты справиться с современными экологическими вызовами? А как вы считаете, действительно ли человек эволюционно приспособлен к загрязненному воздуху, или современные города уже выходят за пределы возможностей нашего организма? Напишите свое мнение в комментариях. Будет очень интересно обсудить это вместе. Если вам понравилось это видео и вы хотите узнавать больше удивительных фактов о науке, истории и человеке, поставьте лайк, подпишитесь на канал и обязательно включите колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Делитесь этим видео с друзьями. Возможно, именно такие знания заставят нас по-новому взглянуть на окружающий мир. Спасибо за просмотр и до встречи в следующих видео.